Привет, дорогие зрители! В этом видео я расскажу о новых функциях и изменениях, которые появились вместе с картой «Затерянная колония». Первое, что бросается в глаза, это новое главное меню и заставка. Заставка впечатляет, а главное меню показывает вид на затерянную колонию. На карте есть три фракции. В центре – Объединенная Республика Земли. Справа – армия Потерянного Короля, главного злодея и босса карты. А слева заражение Роквелла с его помощниками. Этих существ можно встретить в зараженных локациях, а помощников Потерянного Короля в частях города. Если вы будете убивать людей короля, его люди будут чаще на вас агрессировать и легко обнаруживать. Этот эффект демонстрирует коэффициент обнаружения в городе. И максимальное его значение равно x50. И после чего на вас станут охотиться горгульи, о которых мы поговорим позже. Сюжет игры стал более кинематографичным, с использованием сцен, которые объясняют происходящие события. На карте есть заметки первопроходцев и досье на существ, где можно узнать больше о затерянной колонии и погрузиться в сюжет. Возвращение Десмодов меня приятно удивило. Эти существа раньше обитали только на карте Фьордун в Старом Арке, но теперь их завезли и сюда. Вот некоторые места, где они могут появляться чаще всего. В этой обширной пещере можно встретить множество Десмодов. Не забывайте смотреть наверх, чтобы не пропустить их. Эта пещера действительно огромна, но, к моему удивлению, в ней оказалось не так много Десмодов. Десмоды способны планировать в полете, как и грифоны, а также цепляться за любые поверхности. При убийстве других существ они могут добывать много протухшего мяса и делать пакеты с кровью, с помощью которой можно будет сделать кровавый эликсир, который пригодится для приручения усыпленных животных. В ночное время суток Десмод способен становиться невидимым. Ревенанты — это зараженные существа, напоминающие зомби. Они бродят по зараженным местам большими группами. Среди них встречаются не только люди, но и динозавры. Рабы — прислужники короля, защитники города. Они ходят небольшими группами в хорошей экипировке и иногда с огнестрельным оружием. Бывают и верхом на динозаврах, под названием потерянные. Таких динозавров нельзя приручить. Их можно убить и забрать их снаряжение. В городе существуют статуи разных динозавров, с них можно добывать полезные ресурсы. Но будьте осторожны, с большим шансом она может принять свой истинный облик и напасть на вас. С выходом карты Оосидоны приобрели способность к размножению и дальнейшему разведению. Неофиты — это агрессивные существа, которые будут не прочь полакомиться вами. Выглядят они как большие горгульи. Эти горгульи могут схватить вас своими лапами. Динозавры по ним наносят очень низкий урон, в то время как игрок может эффективно с ними расправиться. Добавлено существо из мода Ark Additional – Криолофазавр. Однажды давно я делал видео по его приручению. Своими снежными снарядами этот дино способен усыплять любую живность, и это довольно полезная способность. Существуют рабы, которыми можно завладеть. Такой раб станет для вас полезным помощником на базе. Ему можно приказать защищать базу, собирать ресурсы, патрулировать, и также у него есть режим сортировки. Также можно переключаться и играть за такого человечка. Появились оборонительные сооружения, что-то вроде аналога дропов из Экстишена, но механика в некоторых из них стала интереснее. Например, в одном можно за очки ставить турели, растений X и другие конструкции, не дав врагу сломать ящик с лутом. Чтобы получить очки, нужно в каждой волне убивать, соответственно, агрессивных существ, которые нападают на вас. И за каждое убитое существо вы получите определенное количество очков. В конце одной из последних волн появится мини-босс, из которого выпадет ключ, который даст вам доступ к ящику. И после этого появится ваш новый раб. Существуют оборонительные форт-посты короля, сломав которые также можно получить ценный лут. А также на карте могут встречаться обычные дропы, которые нужно будет защищать и отбиваться от агрессивных существ. Новый усовершенствованный арбалет появился в игре, и он способен стрелять с самыми разными зарядами и даже гарпунами. Также он имеет три режима стрельбы. Первый режим обычный, стреляет довольно быстро. Второй режим разбрасывающий, расходует полную обойму стрел. Третий же режим снайперский, который наносит больше урон, но зарядов расходуется уже несколько. Невысокая скорострельность. Т-копье — новое универсальное боевое оружие с разными типами атаки и блокировки. Можно использовать удар с высоты, блокировать атаку, метать копье, блокировать даже ряд атак,
а также уклонение в виде телепортации. Когда вы бросили копье, к нему можно телепортироваться, нажав правую кнопку мыши. У этого копья есть второй тип атаки – это оглушение. Самое интересное – это голографическая приманка, которую можно бросить, и все агрессирующие на вас существа переключатся на голограмму человека. Полезная штучка. Кровавая кузница – это специализированная для ремонта структура, в которой можно повышать прочность предметов несколько раз. Также в ней можно превращать элемент в красный элемент, который требуется для улучшения предметов и других вещей из затерянной колонии. Боевой верстак необходим для улучшения качества самих предметов. Попробуйте объединить 3 предмета различного качества и получится предмет высокого качества. Также тут можно изменять полностью характеристики предмета, полагаясь на удачу, так как есть 25% вероятность неудачи. Подставка для животных – это удобное решение для размещения вашего питомца на ней. Она позволяет погладить его и повернуть в любом направлении. А также служит просто декоративным элементом. Медицинская стойка – полезная вещь в игре. С помощью нее можно без проблем усыплять существ, вводя наркотик через нее, так как она будет давать их по мере необходимости. Также можно разбудить динозавров, используя стимулятор. Собрать пакеты с кровью, но учтите, ваш Дино будет получать от этого урон, или же вылечить динозавра с помощью пакетов с кровью. Это очень эффективно. Нужно лишь выбрать режим и нужного динозавра для этой манипуляции. Криобольница позволяет хранить криоподы, в которых Дино будет чувствовать себя хорошо, восстанавливать здоровье, голод, снимать оглушение, а также тайм-аут на спаривание. Прото-растение R можно найти в зараженных биомах, чтобы добыть семечко. Но учтите, когда вы будете пытаться добыть семена растения R, на вас будут внезапно нападать куча мелких зараженных существ. Когда добудете такое растение, вы сможете выращивать свои собственные сорта мяса всех видов на тех-грядке, начиная с тухлого мяса, заканчивая первосортной рыбой. Арктическая броня – новая броня, необходимая в снежных пустошах. При использовании полного комплекта дает баф на снижение расходования выносливости при беге. Структуры теперь можно изменить в тему затерянной колонии, используя скины. Также изменить внешний вид сейфа, стола и табличек. Также добавили освещение из затерянной колонии, фонари, настенные и подвесные лампы. Погодные условия на карте характерны именно для снежных гор. Теперь вас может настигнуть снежная метель и снизить видимость. Также обновили снег. Теперь мы можем бегать по сугробам, оставляя следы. Тег-бункер – это дорогостоящее устройство, работающее на энергии элемента и предназначенное для создания подземных баз размером 9 на 9 блоков. Его высокая стоимость обусловлена тем, что он состоит из 729 модулей, каждый из которых требует значительных ресурсов. Однако не всегда под бункером оказывается подходящий участок земли, на котором можно разместить максимальное количество модулей. В некоторых случаях их количество может быть значительно меньше, например, всего 232, вместо стандартных 729. Вейлвин – один из лучших компаньонов в игре. Эта очаровательная лисичка всегда будет рядом с вами, если включен режим компаньона, или точнее будет телепортироваться к вам. У нее есть целый набор различных команд. Она может усилить ваш урон или скорость. Если Вейлвин получил критический урон, он спрячется и сможет вернуться к вам позже. Кроме того, он способен создавать до 7 своих копий. Древо навыков претерпело значительные изменения. Навыков стало в разы больше. Их уже около 80. Солвин – это новое существо. Можно сказать, увеличенная версия Вейлвина. Солвин обладает рядом способностей, таких как баф на сопротивление, урон и стремительности. И самое интересное, он способен строить ледяные мосты. Солвин способен скользить по наклонной поверхности очень быстро и долго, а также забираться на различные вертикальные поверхности очень ловко и умело. Малвин – это темная версия Солвина. Он также способен скатываться с наклонных участков земли, но забираться на стены он не способен. У Малвина существует 4 способности, которые можно переключать в радиальном меню, удерживая кнопку R. Способность Кровавая порча, уязвимость и усталость. Накопите заряд одной способности от другого существа, удерживая правую кнопку мыши. После этого нажмите кнопку C, и Малвин телепортируется и нанесет мощнейший удар по этому существу. И это будет являться уже его 4-й способностью. Глун – удивительное создание, которое станет вашим наплечным зверьком и смертельным оружием. Глун способен сидеть на плече и играть роль фонаря. Он может перемещаться на вашу руку, как, например, дракончик.
Глун имеет 3 типа уникальной атаки. Довольно сильную световую атаку из глаз, которая постепенно усиливается с каждым попаданием. Гипноз способен вывести другого Дина из чувств. И напоследок, метка некроза, которая покрывает тело жертвы заражением и заставляет других существ нападать на него. Глун способен сделать вас невидимым, пока не иссякнет заряд его энергии. Вы будете оставаться невидимым в течение этого времени. Шаблонный молоток помогает создавать здания по готовым шаблонам. Некоторые из них будут доступны сразу, другие можно будет загрузить. Этот инструмент позволяет увидеть, как правильно установить структуру. Это значительно упрощает процесс строительства. Однако иногда он может давать сбои и не устанавливать структуры. Возможно, его еще не доработали до конца. Аврелиекс — это фантастический, а то и мифический дракон, способный летать и имеющий кучу способностей. Он может превращаться в золотую форму и обратно в синюю. Способность небесных врат дает возможность синей вариации дракона ускориться, а золотой восстановить запас выносливости, если любое существо пролетит через это кольцо. В ледяной или же синей вариации Аврелиекс способен наносить урон своим дыханием, замедляющий других существ. В золотой же форме идет упор на урон, и Аврелиекс восстанавливает здоровье только тогда, когда наносит урон цели. В синей форме он может возводить ледяной столб, подбрасывающий существ, а в золотой этот столб взрывается и наносит урон от ударной волны. И напоследок, существует миссия битвы с боссом, а точнее потерянным королем. Миссия очень похожа по выполнению на миссии из Генезиса. При телепортации вы окажетесь в главном здании всего города. Вам нужно будет убить определенное количество существ, чтобы пройти дальше, а также собрать ключи для открытия следующих дверей. На арене вы сразитесь с затерянным королем, который будет верхом на Гига Десмодусе. И для того, чтобы сделать его уязвимым, вам придется уничтожить энергетические башни. И после победы над затерянным королем придет его королева, с которой вы сразитесь, используя тег-копье, ведь другим видом оружия ей нельзя нанести урон. После победы над королем и королевой вы получите оплодотворенное яйцо Гига Десмодуса. У него есть 2 седла, обычное и седло с платформой. У него мощнейшая атака, которая высасывает жизни из других существ, а также атака в состоянии ярости. Гига Десмодус способен поднимать в свои лапы существ крупных размеров. После победы над боссом вы получите ценные трофеи: голову Гига Десмодуса, косы затерянной королевы и флаг затерянного короля. Все эти предметы выглядят просто потрясающе. На этом все. Надеюсь, вас впечатлили новые существа и новые дополнения, пришедшие с новой сюжетной картой «Затерянная колония». Поддержите меня, поставив лайк и подпиской на канал. Желаю всем удачи, мира и добра. Всем пока.